Таинственные яйца в поле заставили фермера Ханса заплакать. Куда бы он ни посмотрел, насколько хватало глаз, он видел странные белые предметы на своей ферме. Когда он проверял несколько дней назад, все было в порядке. Фермер Ханс протер глаза, когда подошел ближе. Он понял, что белые объекты на самом деле были сотнями яиц. Вскоре после этого он услышал странный, но знакомый звук. Ханс не мог поверить своим глазам и немедленно поехал домой, чтобы разбудить свою жену Бонни и двух дочерей, Мэри и Джейзель. Они все вместе выбежали на улицу, и все девочки потеряли дар речи от того, что увидели. Со слезами на глазах Бонни спросила своего мужа: «Это то, о чем я думаю, поле было бесплодным, и кукуруза исчезла». Вместо этого яйца были разбросаны повсюду. Это выглядело так, как будто они вот-вот вылупятся. Но Ганс забрался на свой трактор, готовый уничтожить их всех, когда вмешались его девочки. Чтобы успокоить своих девочек, Ганс предложил кое-что еще, что их совершенно шокировало. Ганс предложил защитить яйца, накрыв их большим черным брезентом. Таким образом, они останутся сухими, если начнется дождь, а брезент поможет им согреться на солнце. Однако Бонни была не так взволнована, как девочки, поскольку ей было интересно, какому животному принадлежали яйца и как они там оказались. Его дочери были неразрывно связаны с яйцами, оставаясь с ними весь день, пока Ганс заканчивал свой обход. Затем они внезапно услышали громкий хлопок. Девочки в тревоге вскочили, думая, что раздавили одно из яиц, но это было что-то другое. Они так хорошо заботились о яйцах, что все подумали, что из яйца что-то вылупляется. Прошло 2 дня с тех пор, как они нашли яйца, и брезент хорошо защитил яйца от непогоды и хищников. Все больше и больше яиц начинало трескаться, и теперь они могли вылупиться в любой момент. На 4-й день время наконец пришло. Ганс пошел проверить яйца и заметил, что одно из них уже пусто. Он с тревогой огляделся, но ребенка нигде не было видно. Когда яйца начали трескаться, в воздухе ощутимо повисло предвкушение. С каждой секундой волнение нарастало, пока наконец не появилось маленькое животное. Джек разрыдался, ошеломленный масштабом того, что разворачивалось перед ним. Это были павлинята. Джек всегда питал слабость к павлинам, даже воспитывал одного из них как своего лучшего друга, когда был маленьким. Но после того, как птица улетела, он больше никогда о них не заботился. Было настоящим чудом видеть, как эти прекрасные создания вылупляются прямо у них на глазах. Это было что-то действительно экстраординарное, и они знали, что их жизнь уже никогда не будет прежней.